Всем привет, меня зовут Драгон, и сегодня мы с вами поговорим про концертину, бомбу с колючей проволокой. Далее концертина. Я расскажу вам, что это, как ее применять в своих билдах, как с ней бороться и как ее, соответственно, использовать. Если вам нравится контент, не забывайте подписываться на канал, поставить лайк под видео и вот это вот все. В общем, поехали. На идею этого видео меня натолкнул Рахта, который некоторое время назад запустил свой социальный эксперимент, в котором он призвал всех его подписчиков, соответственно, всех охотников, использовать концертину и использовать ее также по-конченному, то есть троллить, а именно закидывать улики, закидывать входы в локации и так далее, чтобы, собственно, было всем веселее, круче и так далее, потому что Крайтеки не делают никаких ивентов, и он решил сделать типа свой. Вот. В общем, концертина, несмотря на свое звучание и созвучие с канцером, достаточно эффективна и достаточно неплоха при правильном применении. Итак, что это вообще за бомба, как она работает и для чего она, соответственно, нужна? Концертина работает следующим образом. Вы кидаете ее, и при столкновении с объектом, стеной, полом, охотником, с чем угодно, она раскрывается и покрывает огромную территорию кусками колючей проволоки, которая закрывает огромную площадь. Прохождение через эту проволоку дамажит, вешает кровотечение, и если концертина взрывается в охотнике, он сразу умирает. Главное отличие концертины от других взрывных устройств типа динамита и прочего, то что она взрывается сразу при контакте с чем-либо, что позволяет как бы не задерживать ее и просто ее кидать как импакт в том же Сидже, опять я про Сидж, неважно. В общем, как ее использовать соответственно? Первый, самый очевидный способ — просто бросить концертину в противника. То есть, если он находится за препятствием, например, либо сидит за окном, за стеной, там, в комнате где-нибудь, вы кидаете, если вы в него попадаете, он умирает. Если вы в него не попадаете, то, соответственно, проволока ограничивает его передвижение в этом замкнутом пространстве, в котором он находится, что затрудняет его выход, затрудняет его перемещение, и вообще ему становится очень-очень плохо. Второй вариант использования проволоки — это закрытие проходов в локации, в дома и так далее. То есть, находясь в каком-нибудь доме, например, в босслейере, вы можете закрыть входы при помощи этой проволоки. То есть вы просто кидаете проволоку на двери, и, соответственно, все. Туда никто не пройдет, через нее никто не прострелит. Таким образом, можно как бы искусственно снизить количество входов в здание, и вам нужно будет, соответственно, меньше распыляться на контроле входов к вам в локацию. Опять же, работает это хорошо только в босслейере, если вы сидите там с наградой, и вас уже окружили, и чтобы вас не запушили с кучей разных направлений, вы просто закрываете какие-нибудь входы по возможности. Еще один вариант ее использования — это бросание ее на трупы охотников, чтобы их, соответственно, не подняли. То есть, когда вы кидаете проволоку, охотника поднять сложно, потому что если его поднимут некромантом, он просто встанет, напорится на проволоку и сдохнет. Если его попробуют поднять руками, то, естественно, они не смогут этого сделать, потому что, проволоку надо расчищать. А времени на это, ни у кого, соответственно, нет. То есть, если, например, кинуть, опять же, молотов в лежачего противника, молотов достаточно просто потушить зачастую. А от концертины избавиться довольно трудно. И еще один из вариантов, кстати, до того, как мы перейдем к следующему варианту, важно, что если у человека есть стойкость, то края проволоки, если концертина была кинута через жопу, могут не убить охотника, потому что он вроде как встает сразу с кучей хп. И он, сразу не откисает, по идее. Но если, опять же, там проволоки много, то он все равно может сразу сдохнуть. При поднятии его некромантом, соответственно. Однако, в любом случае, если человек лежит в проволоке, если рядом даже взорвалась проволока, если вы хотите кого-то поднять, обязательно пройдитесь там своим телом, чтобы не было такого, что там невидимые какие-то фрагменты проволоки, которые могли остаться, которые иногда так делают, не убили того, кого вы поднимаете. Вот. Да, и последний вариант использования концертины — это просто использовать ее как канцер, как троллинг, просто кидать ее на улики, кидать ее на всякое говно, и просто мешать другим людям жить без какого-либо профита для себя. Вот. Концертина, в принципе, неплохо в любой билд заходит, но точно ее не стоит брать на какие-нибудь снайперские билды, потому что концертина, она больше подходит для близких сражений, средних сражений. И на снайперские билды она, соответственно, просто не очень хорошо пойдет. Но зато она вполне себе неплохо подходит на билды с дробовиками. Кстати, да, если будете брать все-таки концертину и рассчитывать опять на средние, более средние дистанции, да, в принципе, на любые на самом деле, старайтесь брать перк Питчер, подающий, чтобы кидать ее чуть дальше, потому что дальность броска концертины очень-очень низкая. Вот. Короче, да. Билды с дробовиками и концертина — это просто отлично, потому что, опять же, что-то хорошо работает на близких дистанциях, и кемпить входы, оставшиеся, если вы закроете другие, будет намного проще с дробовиком.
Далее, да, ну, соответственно, можно довольно просто с концертиной пушить противников, поскольку можно ей, опять же, денаить ротейшены врагам, денаить отходы и остальные пути, и, соответственно, ограничивать их передвижение достаточно сильно. Опять же, при пуше, особенно когда у вас оружие ближнего боя типа дробовика, это работает вполне себе неплохо. Также главное не забывать о том, что концертина не только взрывной какой-то предмет, который, ну, взрывается и наносит урон, но и о том, что... Важно помнить о том, что концертина очень хорошо донает площадь, то есть она закрывает большое пространство и не дает, собственно, противнику там свободно перемещаться. Поэтому ее необходимо также использовать и для того, чтобы ограничивать врага максимально, как только это возможно. То есть, например, чувак пикает из окна, вы кидаете ему эту проволоку, он из этого окна больше пикать не будет, соответственно. Потому что он к нему просто не подойдет. Далее перейдем к тому, как зачищать эту проволоку. Тут все просто. Когда Рахта сделал свое прекрасное видео с призывом играть с канцером Тиной, Homereel выложил видос сразу же в ответку на это, как проволоку зачищать. Можно посмотреть его, он идет там несколько минут. Если вам коротко расскажу, то это просто слэш-атаки миле оружия. Это большой нож, это метательные топоры, это обычные топоры, которые валяются по миру. Это взрывное что-либо, динамит, копье, стрелы, болты. Можно, в принципе, огнестрелом ломать проволоку, но лучше этого не делать. Из огнестрела ломает проволоку только лонгама и только ФМЖ. Все остальное даже не простреливает через нее, поэтому даже не пытайтесь, даже не тратьте патроны. Да, в принципе, не тратьте патроны на зачистку концертина, потому что это очень грустно. Вот. В общем, наверное, это как-то все, что я хотел сказать по поводу концертины, поэтому... Да. Используйте проволоку с умом, веселитесь, фаньтесь и... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующем видео через какое-то время. Вот. Всем удачи, всем пока.